Хиан Годен! Я! Я! Приветствую всех спортсменов! В этом видео мы подробно разберем ката Хиан Годен. Это уже 5-я ката из серии хианов, и значит это то, что вы уже прошли достаточно долгий и трудный путь, с чем я вас собственно поздравляю, и желаю не останавливаться на достигнутом и двигаться дальше. Спортсменам, которые не знакомы с предыдущими выпусками, напоминаю о том, что вы можете посмотреть и изучить их, перейдя по ссылке в описании внизу, или же нажать на подсказку в правом верхнем углу. Ну а все остальные спортсмены, которые знакомы с предыдущими ката или же посмотрели их только что, могут оставаться и продолжать просмотр данного видео, в котором вы увидите медленное и быстрое выполнение ката Хиан Годен. Также сможете наблюдать за разбором данного ката на доске. После этого мы сделаем разбор каждого элемента по отдельности, ну и также сделаем это ката по связкам. А в конце видео я уверен, что вы обязательно возьмете для себя что-нибудь полезное и сможете выучить ката Хиан Годен. Занимайте удобные позиции, мы начинаем. Итак, первое, что мы сделаем, это разберем название и количество стоек, которые нам будут встречаться при выполнении этого ката. Первая стойка, которая нам встретится, называется Кокуцудачи. Вы с ней все хорошо знакомы. Вторая стойка Хейсокудачи. Следующая стойка, которая вам встречается, также вам знакома, и называется она Дзенкуцудачи. После этого нам встречается стойка Кибадачи. Затем стойка, которая нам встречалась в предыдущем ката, и мы уже с ней знакомы, называется она Косадачи. И новая стойка, которая нам еще не встречалась при выполнении ката, называется она Реноджи Дачи. Итак, а теперь пройдемся по блокам и ударам, которые будут нам сопутствовать при выполнении данного ката. Первый блок, который нам встречается в этом кате, называется Учиуки. Полное название Чуден Учиуки. Следующий нам встречается удар. Называется он Гякуцуки Чуден. После этого нам встречается новый для нас удар, который называется Кагицуки. Затем уже знакомый для нас блок Моротеуки. После этого новый для нас блок Джуджиуки. Затем уже известный для нас удар Оицуки Чуден. А после него блок Гидан Барай. Далее Эмпи Учи. И в конце нам снова встречается новый для нас блок, который называется Манджи Уки. Сейчас у вас должна была задействоваться зрительная и слуховая память, которая вам поможет выучить название стоек, блоков и ударов, которые нам будут встречаться в этом ката, уже непосредственно на практике, когда я переставлю камеру, и вы будете уже смотреть на меня по другим ракурсам, что я, собственно, сейчас и сделаю. Становимся в позицию Йой, переходим в стойку Мусубидачи, выполняем поклон и объявление. Хиан Годен. И снова возвращаемся в позицию Йой. Первое движение у нас, как всегда, идет в левую сторону от нас. Мы становимся в стойку Кокуцудачи. Правая нога стоит на месте, задействуем только левую ногу, а руки у нас выполняют блок Учиуки. Вот таким образом. Правая рука на хиките. Затем, после этого, мы делаем удар правой рукой, которая у нас находилась на хиките, Гякуцуки Чуден. Левая рука уходит на хиките. Все это мы делаем в стойке Кокуцудачи. Затем мы подвигаем заднюю ногу к передней и становимся в стойку Хейсокудачи. Это положение ног, когда они находятся вместе и согнуты в коленях для того, чтобы сохранять баланс. А левой рукой выполняем удар Кагицуки. После этого мы делаем все то же самое, только в другую сторону. В
правую сторону от нас. Задействуем правую ногу, становимся в стойку кукуцудачи и выполняем блок учи-уки. Блок учи-уки выполняем правой рукой, левая на хикте. После этого опять же делаем удар гякуцуки-чуден. И подтягиваем заднюю ногу к передней, для того, чтобы стать в стойку хэйсоку дачи и выполнить удар кагицуки. Далее мы двигаемся вперед и выполняем блок морото-уки. Блок выполняется одновременно двумя руками. Правая рука касается плеча, мы двигаемся вперед, в стойку кукуцудачи, на одной линии стоим и выполняем блок морото-уки. Напоминаю, что мизинец сжатого кулака левой руки касается правого локтя. Вот таким образом. После этого мы делаем продвижение вперед и переходим из стойки кукуцудачи в стойку дзенкуцудачи и выполняем блок джуджи-уки. Вот таким образом. Также важно, что у нас правая рука идет сверху над левой. Сначала такое движение, потом забираем руки и раскрываем их в ладонях. Затем происходит следующее. Мы забираем руки вот таким образом на хиките. Все это мы делаем в стойке дзенкуцудачи, напоминаю. Выдвигаем левую руку вперед и делаем продвижение вперед в стойку дзенкуцудачи с ударом оюцуки-чуден. Это наша первая точка концентрации, мы кричим киай. Итак, следующее движение мы делаем в противоположную сторону для нас. Нам нужно стать в стойку кибадачи и сделать блок гидан-барай. Выглядит это следующим образом. Левая рука у нас на хикте, правая рука выполнила блок. После этого мы сразу же делаем следующее движение. Скрещиваем руки и выдвигаем ладошку вперед. Правая рука на хиките, стойка кибадачи. Далее, смотрите внимательно. Мы делаем правой ногой хлопок по ладошке, такой удар. После чего сразу же эмпиучи, то есть локтем касаемся ладошки. Раз, два. Давайте еще раз. После этого мы становимся в стойку. Сейчас мы стоим в стойке кибадачи, все точно так же. А после этого мы переходим, делаем движение вперед и становимся в стойку косадачи и выполняем блок морото-уки. Выглядит это следующим образом. Помните, что левая нога согнута в колени, касается икроножной мышцы правой ноги. После этого мы становимся в стойку реноджи-дачи и делаем вот такой удар вверх, в подбородок. И забираем руку. Все так же у нас руки находятся в позиции морото-уки. Мизинец сжатого кулака левой руки касается правого локтя. Дальше. Стойка у нас сейчас вот такая, как вы сейчас видите на экране. После этого мы выполняем прыжок вперед. Это наша вторая точка концентрации. Также становимся в стойку косадачи, достаточно низкую стойку. Ноги у нас будут в скрещенном положении. Левое колено будет упираться в икроножную мышцу правой ноги. А руки будут выполнять блок джуджи-уки. Выглядит это следующим образом. Раз, прыжок и приземляемся. После этого продвижение вперед, в стойку, становимся в стойку дзенкуцудачи и выполняем блок морото-уки. Далее выполняем блок манджи-уки. Для этого нам нужно повернуться в противоположную сторону, также в стойку дзенкуцудачи, и для этого мы задействуем заднюю ногу. Выглядит это следующим образом. Мы переводим заднюю ногу за спину. Для того, чтобы развернуться, движение руками мы делаем следующим образом. Они у нас открыты в ладонях. Стойка сейчас дзенкуцудачи. И после этого мы переводим
нашу переднюю ногу на одну линию для того, чтобы стать в стойку кокуцудачи и завершить блок манджуки. После этого мы подтягиваем переднюю ногу к задней. Руки у нас также сохраняются в этой же позиции. Ноги согнуты для сохранения баланса. Затем мы делаем вот такое резкое движение, меняем наши руки местами. Также это происходит вместе с корпусом. И снова выполняем блок манджуки. Движение вперед в стойку дзенкуцудачи. Руки раскрыты в ладонях. Переход в стойку кокуцудачи. Одна рука внизу, другая вверху. И плавно забираем переднюю ногу. И становимся в позицию йой. Затем переходим в усабидачи. Выполняем поклон. И возвращаемся снова в позицию йой. Итак, сейчас я сделаю ката хиан-годен с разбором каждого элемента по отдельности. Буду делать его медленно и озвучивать названия стоек, блоков и ударов, которые нам будут встречаться при выполнении данного ката. Первое, что вы можете сделать, это просто посмотреть. После этого промотать видео обратно, стать перед экраном, на чем вы меня смотрите, и попробовать повторить за мной. Итак, становимся в позицию йои. Переходим в стойку мусубидачи, выполняем поклон и введение ката. Хиан-годен. Затем снова возвращаемся в позицию йой. Первое движение у нас, как всегда, идет в левую сторону от нас. Мы становимся в стойку кокуцудачи и выполняем блок училки. Затем мы выполняем удар рукой, которая у нас находится на хикте. Называется он гякуцуки. Левая рука на хикте. И после этого мы подтягиваем заднюю ногу к передней для того, чтобы стать в стойку хэйсокудачи. А я вам напоминаю, что стойка хэйсокудачи — это когда ноги у нас находятся вместе, согнуты в коленях для сохранения баланса. А левой рукой, которая у нас была до этого на хикте, мы выполняем удар кагицуки. Вот таким образом. После этого мы делаем все то же самое в правую сторону от нас. Теперь правая нога идет вперед для того, чтобы стать в стойку куцудачи, и правая рука выполняет блок училки. Левой рукой делаем удар гякуцуки. И подтягиваем заднюю ногу к передней, становимся в стойку хэйсокудачи и выполняем удар кагицуки. Далее мы делаем продвижение вперед в стойку кокуцудачи и выполняем блок моротауки. Правая рука касается левого плеча, делает движение вперед. Левая рука, мизинец сжатого кулака левой руки касается правого локтя. Далее мы делаем продвижение вперед и переходим в стойку дзенкуцудачи одновременно с блоком джуджи-уки. Забираем руки на хиките, выводим их обратно и делаем следующее движение. Правая рука у нас идет над левой рукой. После этого мы сразу же забираем их к себе и вытягиваем вперед. А также поднимаем их в верхний уровень, дзёден, раскрытый в ладонях. Вот как вы сейчас видите на экране. После этого мы вот таким вот образом забираем их в позицию хиките. Выводим левую руку вперед, правая рука уже сжимается в кулаке. Делаем продвижение вперед в стойку дзенкуцудачи и выполняем удар оицуки чуден. Это наша первая точка концентрации, мы здесь кричим кияй. Далее нам нужно сделать движение в противоположную сторону от нас, то есть назад. Стать в стойку кибадачи и выполнить этой же рукой блок гидан-барай. Вот таким образом. Левая рука на хикте. После этого левая рука, которая была на хикте, сразу же заходит под правую руку. Они у нас скрещиваются, и левая рука выдвигается вперед. Ладошка у нас находится вот в таком положении. Все это мы делаем в стойке кибадачи. Далее мы правой ногой, задней ногой делаем вот такой удар по ладошке. После чего мы сразу же делаем правой рукой удар эмпиучи. Наносим локтем удар в левую ладонь. Вот таким образом. После этого, все это мы, кстати, делаем в стойке кибадачи. После этого передняя нога наша правая стоит на месте, мы подтягиваем к ней заднюю ногу,
становимся в стойку косодачи и выполняем блок Морото-уки. Стойка косодачи. Вот таким образом. Ноги наши скрещиваются. Левое колено упирается в икроножную мышцу правой ноги. Затем мы становимся в стойку Реноджи-дачи и выполняем вот этим же блоком, который мы сделали Морото-уки, удар вверх в подбородок. Раз, два. То есть сделали удар и вернули руку в позицию. Стойка у нас Реноджи-дачи, напоминает она стойку Кукуцудачи. Они также на одной линии, но мы сейчас стоим приблизительно на прямых ногах, и стойка достаточно узкая. По длине, но не похожа на Кукуцудачи. Далее мы двигаемся ко второй точке концентрации, где будем кричать кияй. И для этого нам нужно сделать прыжок с продвижением вперед, сесть в стойку косодачи, достаточно низкую, ноги у нас будут скрещены. Левое колено упираться в икроножную мышцу правой ноги, а руки будут выполнять блок Джуджи-уки. Выглядит это следующим образом. Левая нога продвигается немного вперед, руки уходят на хиките, подпрыгиваем, приземляемся, в это время кричим кияй. Пауза 2-3 секунды, блок у нас Джуджи-уки, правая рука над левой рукой. После этого мы делаем продвижение в правую сторону от нас, становимся в стойку Дзенкуцудачи и выполняем блок Морото-уки. Далее нам нужно перейти в противоположную сторону, то есть назад. Также стать в стойку Дзенкуцудачи, но наша передняя нога будет стоять на месте, мы будем задействовать только заднюю. Заднюю ногу будем ставить себе за спину для того, чтобы ноги образовали две линии. А руки у нас в это время будут выполнять блок Манджи-уки. Выглядит это следующим образом. Наша правая рука уходит вниз, а левая рука уйдет наверх, согнута в локте. Стойка, как вы видите, Дзенкуцудачи. Затем мы переводим нашу переднюю ногу на одну линию с задней ногой, для того, чтобы стать в стойку Кукуцудачи и завершить блок Манджи-уки. После этого мы подтягиваем переднюю ногу к задней. Руки у нас остаются на этой же позиции. Ноги согнуты. Стойка Хэйсокудачи. Делаем разворот на стопах и меняем руки местами. После этого мы задействуем правую ногу, выдвигаем ее вперед немного правее от нас, для того, чтобы образовать две линии, стать в стойку Дзенкуцудачи и снова выполнить блок Манджи-уки. Только теперь левая рука внизу, правая вверху. Переводим переднюю ногу на одну линию с нашей задней ногой. Становимся в стойку Кукуцудачи и завершаем блок Манджи-уки. После этого забираем переднюю ногу, становимся в позицию йой, выполняем поклон стойки Мусабидачи и завершаем ката. Хиян Годен. Хиян Годен.
Я! Я! Итак, сейчас сделаем ката Хиан-Годен по связкам. Начнем мы делать его подсчет в медленном темпе, после чего сделаем также подсчет, но уже в быстром темпе, с Ки-Ай, все как положено делать на соревнованиях или же аттестации. Становимся в позицию Йой, переходим в стойку Мусабидачи, выполняем поклон и объявление. Хиан-Годен. Возвращаемся в позицию Йой. Я даю счет, делаю эти движения достаточно медленно, для того, чтобы за мной успевали. Получается, одна связка будет от первого счета до начала второго. Начинаем. Ич. Ни. Сан. Ши. Го! Первая точка концентрации Ки-Ай. Рок. Стич. Хач. Вторая точка концентрации Ки-Ай. Ку. Джу. У кого возникли трудности во время выполнения этого ката по связкам, вы можете отмотать видео назад, замедлить его в настройках, посмотреть более внимательно, разобрать те элементы, которые для вас сложны, с которыми у вас возникают трудности, и вернуться к просмотру, где мы сейчас уже будем делать ката по связкам в быстром темпе, подсчет. Постарайтесь сделать его вместе со мной и успевать за моими движениями. Становимся в позицию Йой, Мусабидачи, поклон и объявление. Хиан-Годен. Позиция Йой. Ич. Ни. Сан. Ши. Го. Я. Рок. Стич. Хач. Я. Ку. Джу. Ич. Ну что ж, ребят, этот выпуск подходит к концу. В связи с этим хочу пожелать каждому удачи, силы, терпения при обучении данного ката. Надеюсь, что у вас все получится, и вы сможете достаточно быстро выучить ката Хиан-Годен, после чего будете достойно его демонстрировать на соревнованиях или же аттестациях. Не забывайте про главные критерии оценивания ката, их я озвучивал в предыдущих выпусках. И также не забывайте о важных деталях при выполнении любого ката.
Это правильная низкая стойка, технически правильное выполнение ударов и блоков. Заншин – это готовность продолжать поединок. Вы не должны забывать о том, что ката – это своего рода бой с тенью, во время которого вы должны вкладываться в каждый удар и быть максимально настроенными на победу. Но для того, чтобы у вас достаточно хорошо это получалось, рекомендую вам начать с того, что вы будете обучаться этому кату в медленном темпе. То есть будете делать его достаточно медленно, с разбором каждого элемента, то есть чтобы все было четко, на своих местах, все как должно быть. При этом не забывайте о том, что когда вы будете делать ката медленно, садитесь в достаточно низкую стойку, даже ниже, чем должна она быть, так как благодаря этому вы сможете достаточно быстро привыкнуть к правильному положению любой стойки. Это кукуцу-дачи, дзенкуцу-дачи, киба-дачи и так далее. Ну и в принципе на этом все. Я уверен, что каждый спортсмен, который приложит максимум усилий, сможет показать достойный результат. Ну и, конечно же, не забывайте подписываться на канал для того, чтобы не пропускать новые видеоролики. Делитесь этим видео друзьями, ставьте лайки для того, чтобы популяризировать такой вид спорта, как карате, да и, в принципе, спорт в частности. На этом все. Всем спасибо за просмотр, удачи и до новых встреч. Всем пока. Ос.